Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sarvagya. What is correct? Om Namo Bhagavate Vasudevaya or Om Namo Bhagavate Vasudevaya? Vasudevaya. Why all the devotees in Russia, Belarus say Vasudevaya? Почему все преданные в России, в Беларуси и на Украине говорят Om Namo Bhagavate Vasudevaya? Русский акцент. Vasudevaya. Русский акцент. Кажется, да, русский акцент, но тем не менее надо справиться. Надо учить, да. Да? Надо обучать надо. Да. Somebody should teach them. And you especially, you should teach them. You are the Sanskrit scholar, authoritative. Okay. Om Namo Bhagavate. Vasudevaya. Так Prabhupada говорит. Еще раз. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, Sanskrit. Итак, мы читаем сегодня Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 23, которая называется «Возвращение Махараджи Притку домой обратно к Богу», и стих номер 27. 4, 23, 27. Tesham durapam kintvanyan. Tesham durapam kintvanyan. Marjanam bhagavat padam. Matyanam Bhagavat Padam. Puvi lokayuso yevai. Bhuvi lokayusho evai. Naishkarmyam sadayantyuta. Naishkarmyam sadayantyuta. Тешам, их, дурапам, труднодостижимые, ким, что, ту, но, аньят, что-либо еще, мартянам, людей, Бхагават Падам, Царство Бога, Бхуви, в мире, Лока, эфемерное, Аюшага, продолжительность жизни, те, Вай, несомненно, Найшкармьям, путем, ведущим к освобождению. Садхаянти, следует. Ута, точно. Берется комментарий Божественного Сябхача, Равина Бхактивиданта, с вами Шри Прабхупада Ки. Жизнь каждого человека в материальном мире очень коротка, но те, кто посвятил себя преданному служению, возвращаются домой к Богу, ибо они идут по пути, ведущему к полному освобождению. Для таких людей нет ничего недостижимого. Комментарий Шри Прабхупады в Бхагавад-гите 9.33. Господь Кришна говорит: «Анитьям сукам локам имам прапья баджасвамам». Господь провозглашает, что материальный мир исполнен страданий, асукам, и то, что все здесь приходящее, анитьям. Поэтому единственный долг человека — заниматься преданным служением Господу. Это лучшее из всего, что может достичь человека. Преданные, которые неустанно служат лотосным стопам Господа, получают не только все материальные, но и все духовные блага, поскольку в конце жизни они возвращаются домой к Богу.
Как сказано в этом стихе, они достигают Бхагават Падам. Падам значит обитель, а Бхагават – верховной личности Бога. Таким образом, преданные достигают обители верховной личности Бога. Заслуживает внимания и употребленное в этом стихе слово «найшкармим» – трансцендентное знание. Пока человек не обретет трансцендентное знание и не встанет на путь преданного служения Господу, его нельзя считать достигшим совершенства. Как правило, человек достигает ступени чистого преданного служения только после множества жизней, посвященных занятиям гьяной, йогой и кармой. Эта возможность дается ему по милости чистого преданного, и только занимаясь преданным служением, он может действительно обрести освобождение. Жены полубогов, о которых говорится в этих стихах, родились на высших планетах, где продолжительность жизни составляет миллионы лет, и обладали всеми материальными благами. И тем не менее, они сокрушались о том, что им не так посчастливилось, как Прабху Махараджи и его жене, которые, безусловно, превзошли их. Иными словами, Прабху Махараджи и его жена как бы посмеялись над теми, кто стремится попасть на высшие планеты, и даже на Брахмалоку, потому что жизнь на высших планетах не идет ни в какое сравнение с тем, чего достигли они. В Бхагавад-гите 8.16 Господь также говорит: «А Брахма Бхувана Локах Пунараварти Ноджана». Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, являются юдолью страданий, где каждое живое существо вынуждено снова и снова рождаться и умирать. Иначе говоря, даже тому, кто достиг высшей планеты материального мира, Брахмалоки, приходится возвращаться в мучительный круговорот рождений и смертей. В 9 главе Бхагавад-гиты 9.21 Господь Кришна также говорит: «Тетам бхуктва сваргалокам вишалам кшине пунье марчалокам вишанти». Из ведов райские удовольствия они вновь возвращаются в мир смерти, на бренную землю. Таким образом, тому, кто исчерпал результаты своей благочестивой деятельности, приходится снова возвращаться на низшие планеты, начинать новую страницу своей жизни и снова заниматься благочестивой деятельностью. Поэтому в Шримад Бхагаватам 1.5.12 сказано: «Найшкармьям апачитабхававаджитам». Тот, кто стремится к освобождению, не может быть уверен в том, что достигнет своей цели до тех пор, пока он не встанет на путь преданного служения Господу. Даже если обусловленная душа сможет достичь безличного брахмаджоти, вероятность того, что она опять упадет в материальный мир, очень велика. Если даже те, кто достиг брахмаджоти, который находится выше самой высокой планетной системы материальной Вселенной, не могут избежать падения, то что тогда говорить об обыкновенных йоги и карми, способных подняться лишь на высшие планеты материального мира? Поэтому обитательницы высших планет не слишком высоко оценили результаты занятий кармой, гьяной и йогой. Еще раз, стих и перевод. Тешам нурапам ким тваньян мартянам бхагават падам бхуви локаюшо евай найшкармьям садхаян сюта. Жизнь каждого человека в материальном мире очень коротка, но те, кто посвятил себя преданному служению, возвращаются домой к Богу, ибо они идут по пути, ведущему к полному освобождению. Для таких людей нет ничего недостижимого. So here the wives of the demigods are speaking. Здесь говорят жены полубогов. They're discussing among themselves. Они обсуждают это между собой. Just a few verses they're speaking here. Они здесь говорят всего несколько стихов. They're actually glorifying Queen Archie. На самом деле они прославляют царицу Арчи, The chaste wife and consort of Prithu Maharaj. благочестивую супругу и спутницу Притху Махараджа. Prithu Maharaj has grown old, completed his term as a king of the planet. Притху Махарадж, он состарился, он закончил свою миссию в том, чтобы быть царем на планете Земля. Then he retired to the forest and performed austerities. И затем он ушел в лес, совершал аскезы. His wife Archie also accompanied him.
Его жена Арчи, она тоже последовала за ним. Even though she was accustomed to the royal life, И хотя она привыкла к царской жизни, she also performed austerities in the forest. она также совершала аскезы в лесу. Just like Devahuti followed her husband Kashyapa and lived a very austere life in the forest. Подобно тому, как Девахути, она последовала за своим мужем Кардама. Kardama, excuse me, yes, excuse me. Она последовала за своим мужем Кардамой, и она вела в лесу очень аскетичную жизнь. And Sita Devi went to the forest following Lord Ram. И Сита Деви тоже пошла в лес, следуя Господу Раме. Or Draupadi followed her husband, the Pandavas, also to the forest. И также Друпади, она последовала за своими мужьями, пандавами в лес. So they were, great queens, but they were also highly advanced devotees and yogis. И хотя они были великими царицами, в то же самое время они были очень возвышенными преданными и йогами, йогини. So, in a position, a royal position, the kings and queens had all kinds of material opulences and adoring subjects. Будучи царем и царицей, обычно люди, они обладают всеми возможностями наслаждаться, то есть у них есть все, они могут обрести все, что они только не захотели бы. But these personalities were not attached. Но вот эти личности, которые описываются здесь, они не были привязаны. They could give up royal opulence in a moment. Они могли в одно мгновение отказаться от царской роскоши. Just like it said of Bharat Maharaj, isn't it? Bharat Maharaj, he also was a great king and retired to the forest. Said he gave up his royal opulence as a person goes away, passes stool and goes away immediately. He doesn't stick around in that spot. И как говорится, что Бхарата Махарадж, он тоже был великим царем, он был очень богатым, но он в конце концов отрекся от всего этого богатства, и, как описывается, он сделал это подобно тому, как человек, он идет в туалет, он справляет нужду свою по-большому, да, и он даже не смотрит, не оборачивается на свои испражнения. So, this is because of their deep attachment to the personality of Godhead. И это все благодаря очень глубокой привязанности к Верховной Личности Бога. Because they executed all their so-called material duties Потому что они исполнили все свои так называемые материальные обязанности. In a mood of Krishna consciousness as an offering and a service to Krishna. В настроении сознания Кришны как подношение Господа Кришне в служении Ему. So Prithu Maharaj also, he was very expert in yogic practice and performing austerities in the forest. Eventually, he raised his life heirs and left his body, in the yogic way. И Притху Махарадж был очень искусен в разных йогических практиках, поэтому, когда он отправился в лес, он поднял вверх свой жизненный воздух и ушел с этого мира, подобно тому, как это делают йоги. And his wife, she arranged a funeral pyre and burned his body, and she also entered into the fire. И жена его, Арчи, она организовала, она собрала этот погребальный костер, она сожгла в этом костре его тело, и она сама вошла в этот костер. This was often the sati ritual, as it is known. Это известно как ритуал сати. Because Lord Shiva's wife, Sati, as we know, being upset by her father's, Daksha's disrespect to her husband, she burned her body up in a mystic fire. Как мы знаем, Сати, жена Господа Шивы, когда она была вне себя, очень расстроена тем, что Дакша, он не оказывал почтения ее мужу, Господу Шиве, тогда она сожгла саму себя мистическим образом. So that ritual is named after Sati, even though Sati didn't enter any fire of her husband, she just burned herself up. And then
И поэтому вот этот обряд по ее имени был назван сати, хотя сама-то она не разжигала костра для своего мужа, не входила в этот костер, но просто вот сам факт ее назвали так. There's no mention, is it, of Lord Shiva anyway? He didn't depart like that. He was not, didn't have any material body. He has spiritual, no, almost spiritual body, it is said. Almost spiritual. Ну вот, потом тому, как Господь Шива, он никогда нет описания того, как он бы оставлял этот мир, сжигал себя, вот, то есть у него, ну, как описывается, почти что духовное тело. So anyway, seeing this act of sati, of Archi, the wives of the demigods are glorifying her. Ну так или иначе, когда жены полубогов видели вот этот поступок Арчи, они начали ее прославлять. Because she was always absorbed in serving her husband in Krishna consciousness. Потому что она всегда была погружена в служение своему мужу в сознании Кришны. These demigods, they could see how Prithu Maharaj, he was departing, passing all the heavenly planets, ultimately to Vaikuntha Loka, and Archie was also following. И все эти полубоги и жены, они могли увидеть о том, как Притху Махарадж, он поднимался вверх, как он проходил сквозь все эти небесные планеты и в конце концов возвращался в духовный мир, и Арчи следовала за ним. And they recognized that this is the ultimate perfection. И они поняли, что это и есть высшее совершенство. After a life of pure devotional service, then a person goes back to Godhead. Проведя всю жизнь в чистом преданном служении, человек возвращается домой обратно к Богу. They themselves were a little bit, lamenting that they were entangled in the heavenly planetary systems. Сами они скорбели о том, что они немного запутались в этих делах небесных райских планет. Because in the heavenly planets, the lifespan is long and the opportunities for sense enjoyment are great. Потому что на небесных планетах они живут очень долго, и там очень большие возможности для чувственных наслаждений. But as Prabhupada is quoted here from Bhagavad Gita, Krishna says that when persons have enjoyed heavenly sense pleasure, they return to this mortal planet again. Здесь Шрила в комментарии цитирует Бхагавад-гиту 9.21, где Кришна говорит, что из ведов райских удовольствий они вновь возвращаются в мир смерти, на бренную землю. In the Mahabharata, there is a story about one young sage. В Махабхарате приводится история одного молодого мудреца. Can't remember his name. Не помню его имя. I cannot remember his name. Да, я не помню его имя. Maybe you remember. I'll tell the story, then you see if you remember. This young sage lived in the forest. Этот молодой мудрец жил в лесу. And several times actually Durvasa Muni came to his ashram with many followers, unannounced. И как описывается, что несколько раз Дурваса Муни, он не предупредив его, приходил к нему в его ашрам, окруженный многими последователями. They said, we know Durvasa Muni did this on few, maybe numerous occasions. И мы знаем то, что Дурваса Муни, он частенько так поступает. He likes to test others. Ему нравится устраивать экзамены другим. To see if they are, willing to do anything to serve the brahmanas. Чтобы проверить, насколько они готовы пойти на все, чтобы послужить браманам. I heard a story actually told by Bhaktivinoda Maharaj in a lecture I was listening once. На самом деле я услышал одну историю, которую Бхактивинода Госвами Махарадж рассказывал в лекции. Maybe you can comment on this. That he once, Durvasa, went to Dwarka. Что однажды Дурваса пришел в Двараку. And he ordered Krishna and Rukmini to pull his chariot. И
И он приказал Кришне и Рукмини, чтобы они посадили его на колесницу и везли его в этой колеснице. And he ordered them to go faster, and he whipped them even. И он их погонял быстрее и быстрее, даже хлестал их плеткой. Кришна и Рукмини. Krishna and Rukmini, they were obedient. They wanted to serve a Brahmin. Но Кришна и Рукмини, они были счастливы, они хотели послужить Браману. Have you heard this story? Yeah. Where is it from? I don't know. It's usually when you go to Dwarka, they describe it. Oh, okay. Because they have separate temple for Rukmini Devi and Dwarkadish. Mm-hmm. And they say that because of that it happened. I don't know where is it from some Purana, I think. It's one of the Puranas, yeah. Yeah, should be. Do you know this other, about this sage? Have you heard this? You just continue. Continue? Yeah. Okay. I don't remember. So, you know, Durvasa would come, you know, with thousands of his disciples. И так Дурваса приходил с тысячами своих учеников. Just like he did to, you know, Ambrish Maharaj or the Pandavas. Как он поступил с Махараджем Баришей, с пандавами. And so he came to this sage's ashram. Они пришли в ашрам этого мудреца. And, you know, the sage had to arrange to feed all these personalities. И мудрецу надо было как-то устроить, чтобы накормить всех этих личностей. But somehow he always managed, you know, to collect the fruits, the roots, somehow he managed. Но так или иначе он как-то собрал там какие-то фрукты, коренья, и у него получилось. And Durvasa was very pleased and gave him the blessing, you can go to the heavenly planets. И Дурваса был очень доволен им и дал ему благословение. Ты можешь пойти на райские планеты. So then a chariot came to take him to the heavenly planets. И появилась колесница, которая должна была забрать его туда. And the charioteer requested, you please take your seat in the chariot. И колесничий попросил его, пожалуйста, садись в свое сиденье на колеснице. And the sage said, first let me ask you some question. И мудрец спросил, сказал, хорошо, а можно я задам тебе еще несколько вопросов? Колесничему, в смысле. What is the advantage and what is the disadvantage of life in the heavenly planets? Он сказал ему, а вот какие преимущества и какие недостатки жизни на райских планетах? And the charioteer said the lifespan is very, very long. И колесничий сказал, что там очень-очень долго живут. And all kinds of heavenly happiness are available. И там доступны все виды небесного счастья. One is enjoying almost, it seems, without limit. И человек может наслаждаться практически без границ. So then the sage asked, well, then what about the disadvantages? И тогда мудрец спросил, хорошо, а как насчет плохой стороны? Well, he said, when that good karma starts to run out, И тогда он сказал, ну, знаешь, вот когда хорошая карма начинает заканчиваться, then a person starts to feel anxious. человек он чувствует какое-то беспокойство. And the closer it comes to finishing his good karma, the greater anxiety he feels. И чем ближе он к тому моменту, когда его хорошая карма закончится, тем больше он испытывает этих беспокойств. And eventually the good karma runs out and he has to fall down. И в конце концов хорошая карма заканчивается, ему надо падать вниз. And this is a most horrible experience. И вот это самый-самый ужасный опыт. So the sage said, well, in that case, he said, I think it's better I continue to live in the forest here, perform austerities and engage in devotional service. И тогда мудрец сказал, ну хорошо, если это так, тогда лучше я останусь здесь, буду жить в лесу, совершать аскезы и практиковать чистое преданное служение. Because by that process ultimately can go back to the spiritual world from which one does not have to fall down. Потому что благодаря этому процессу в конце концов я смогу попасть в духовный мир, откуда уже человек не будет вынужден упасть. Have you heard that story? No, first time. Mm-hmm. История известна, but А я не... I remember, but I don't know name. First time. I don't know. Okay. Anyway, It's very good. I did read it in a short version of Mahabharata once. Я читал эту историю в очень краткой версии Махабхарата. Actually, it was a Mahabharata for children. На самом деле это вот история Махабхарата для детей.
but it was in a Russian language. Она была на русском языке. So to practice a little bit Russian, I was reading the. Поэтому я когда изучал Children's русский, чтобы Mahabharata. практиковаться, я читал вот эту русские истории для детей из Махабхараты. But yes, it seems to be an authorized story. Ну, Otherwise, I don't think it would be in such a book. Ну, похоже, эта история на авторитетная, потому что я не думаю, что иначе она попала бы в такую книгу. And it is quite in accordance with our philosophy. И она довольно точно соответствует нашей философии. And also in accordance with the behavior of Durvas Muni, as seen in other circumstances. И также она похожа, она соответствует обычному поведению Дурвасы Муни, как он вел себя в других обстоятельствах. Maharaj, he said in that lecture that Durvasa Muni's body is green color. Is it true? И Махарадж на лекции сказал, что тело Дурвасы Муни зеленого цвета. Should be. If Maharaj says it should be. It should be. Okay, so the wives of the demigods then, they were highly realized actually. И можем видеть то, что эти жены полубогов, они находятся на очень высоком уровне духовного You know, they развития. were enjoying life in the heavenly planets. Они там наслаждаются жизнью на райских планетах. But they understood that, you know, a devotee's position, a person absorbed in devotional service is actually more fortunate and more properly situated. Но они поняли то, что положение преданного, который занимается чистым преданным служением, оно более удачливо и это более правильного, чем можно заниматься. But nevertheless, in the heavenly planets, there must be a lot of opportunity for devotional service, isn't it? Но тем не менее на райских планетах тоже должны быть какие-то возможности для практики чистого преданного служения. And there are many rishis and sages who roam around, isn't it, in the heavenly planets? И туда приходят разные мудрецы и какие-то риши So на райские планеты. Там they тоже do есть. have the opportunity to engage in devotional service and go back to Godhead from there, is it not? Yes. Mhm. У них есть возможности даже оттуда попасть, заниматься преданным служением и вернуться. First they go to Just- high Brahmaloka, then after Yeah, to right. Yeah. Mm. Да, то есть они должны попасть на Брамалоку и дальше, но but you see, in one commentary, I think it's from Vedanta Sutra, they say that they have to wait until their time of rule finishes. Time of Of ruling there. Like there. for example, Lord Indra, he has to wait until his end of his ruling time, and then only he can go. Brahma's life should be. Or Brahma also. Mm-mm. So they cannot go immediately. Even if they became a pure devotee, they cannot go. They have to wait until they're. But that is their service. Yes. Yeah. That is their service. Yeah. And it's also one of the reasons why Maharaja Chitraketu, he was. It was arranged the situation that he was cursed by Parvati. It is said that Lord Narayana he couldn't wait until he finishes his ruling time as king of Vidyadharas. So he arranged that in that life because it would take many years to go back to God. So therefore he arranged the situation when he was cursed by Parvati, and then he became Vritrasura, and in one life he returned back to Godhead. Lord Narayan couldn't wait, wanted him to come back. Yes. Okay. So, You can relate all these things. То есть вот это все вот описывается, что полубоги, они, хотя у них есть эти возможности, но им приходится дождаться, пока то их время правления закончится. Даже если они стали уже чистым преданным, они не могут сразу уйти. И это одна из причин, почему Махараджа Читракету, когда он уже стал преданным, получил даршан Господа Санкаршана, вот описывается, или Господа Нараяна, но ему надо было еще, так как он стал по ходу царем Видядхаров, ему надо было еще долгое время ждать, пока он закончит свое правление, да? И поэтому Верховный Господь, он устроил эту ситуацию, где он был проклят Парвати, потом он родился в Вритрасуре, и за одну жизнь он очень быстро вернулся домой обратно к Богу. And it's very similar with story about Lamancha Rishi, who had all his body is covered with hairs. Loma Sarishi. Lamancha Rishi, Lomasa. Lamancha. The whole body was covered with hairs, and he was any abide where he can live under the tree, and some would say I can build for you some
some good palace. He said, for what? That because all 1 year, only 1 year, he fell down. Oh. That Lama Sharif, he said. Что Что у него с тела падал один волосок, каждый год один волосок, или в день брак один волосок. И он отказался От хижины. от хижины. Потому что What is the use жизнь of временная. building the others offered to build him some abode, some house or hut, and he said, what's the use? This life is temporary, right? Да, то есть он был такой Лама Шариши, великий мудрец, который мог жить очень долго. У него получается, что вот он должен был умереть только тогда, когда все волоски у него отпадут от этого тела. И волоски они отпадали один раз, кто-то говорит там в день Брамы, кто-то говорит там еще как-то. То есть и ему сказали, давай тебе это самое хижину устрою, чтобы тебе как-то было где жить в течение всего этого времени. А он говорит, а какой смысл жить? Жизнь временна. Хотя у нее была огромнейшая продолжительность жизни. Говорит, какой смысл? Жизнь не так временна. What use is there of a hut? What use is there of a hut? Какой смысл в этой хижине? So yes, these wives of demigods, then they were quite intelligent, quite realized in Krishna consciousness. И можем видеть, что эти жены полубогов, они достаточно разумные, и они находились на высоком уровне сознания Кришны. So Krishna consciousness is available in heavenly planet, but there are many distractions due to the facilities for sense enjoyment. И да, сознание Кришны, оно доступно на райских планетах, но там есть очень много вещей, которые отвлекают, потому что там много соблазнов наслаждать свои чувства. Okay, I just want to ask you to read a few verses here, starting from verse 31. These are verses spoken by Maitreya Rishi. Мы сейчас прочитаем еще несколько стихов этой же главы, начиная с 31 это стихи, которые произносит Майтрея Риши. Он говорит, санскрит or just translation? Just in Russian, read, please. Итак, 31 стих. «Всякий, кто с верой и сосредоточенностью описывает достоинства царя Притху, читает, слушает или помогает другим услышать о них, непременно достигнет той же самой планеты, на которую попал Махараджа Притху. Иначе говоря, он тоже вернется домой, к Богу, на планету Вайкунтхи». 32 стих. «Услышав о качествах Махараджа Притху, Брахман обретет брахманическое могущество. Кшатрий завоюет власть над всем миром. Вайшя станет предводителем других вайшев и владельцем большого стада. А Шудра – величайшим преданным». That's interesting, yeah? If he's a Sudra, he becomes a topmost devotee. Интересно, правда, Шудра ни с того ни с сего становится высшим, величайшим преданным. That's better than becoming king of the world, isn't it? Это лучше, чем стать царем мира. Далее, человек, 33 стих, человек, будь то мужчина или женщина, который с благоговением выслушает это повествование Махараджи Притху, со временем будет окружен множеством детей, если он бездетен, а если он бедняк, то он станет богатейшим из людей. Трижды повторив это повествование, безвестный человек станет знаменитостью, а неграмотный – великим ученым. Иными словами, повествование о Притху Махараджи приносит тому, кто слушает их, удачу и отвращают от него все несчастья. Слушая повествование о жизни и замечательных качествах Притху Махараджи, можно прославиться, прожить долгую жизнь, достичь райских планет и оградить себя от оскверняющего влияния века Кали. Тот, кто слушает эти повествования, может стать образцом благочестия, обрести материальное благополучие, испытать все наслаждения и освободиться из материального плена. Поэтому материалистам, которых привлекают эти блага, безусловно, стоит читать и слушать повествования о жизни и удивительных качествах Махараджи Притху. Если царь, который стремится одержать победу и завоевать власть, прежде чем зайти на колесницу, трижды перескажет повествование о Махараджи Притху, его вассалы, как это было во времена Махараджи Притху, сами уплатят все налоги и подати по первому его требованию. Чистый преданный, поглощенный разнообразной деятельностью в преданном служении,
занимает трансцендентное положение, так как он полностью погружен в сознание Кришны. Но даже он, служа Господу, должен слушать, читать и побуждать других слушать повествование о жизни и удивительных качествах Махараджи Притху. Великий мудрец Матрея продолжал: «Дорогой Видуру, я как мог рассказал тебе повесть о Махараджи Притху, которая усиливает в человеке любовь к Господу. Всякий, кто воспользуется этим даром, подобно Махараджи Притху, вернется домой к Богу. Любой, кто с трепетом и благоговением каждый день читает и пересказывает историю Махараджи Притху, непременно обретет непоколебимую веру в Господа и разовьет в себе привязанность к Его лотосным стопам. Лотосные стопы Господа – это корабль, на котором можно пересечь океан неведения». Okay. Hare Krishna. Thank you very much. Any question here? Some comments again about Prabhu. So I just have some experience. It's devotees who has the name of Prabhu, and they're all just very unusual people, unusual personalities. Mm-hmm. Even some Mataji, we have Prithvi, and this is my observation. Вот вас Прабху говорит, что у меня есть удивительный опыт, что даже если человека просто называют Притху Махарадж, то есть это какие-то удивительные преданные, да, и даже если это женщина, ее зовут Притхи, да, вот, она тоже удивительная. One devotee, Prabhupada disciple Prithudas, yes, he's a famous he's famous preacher, has made many devotees. Есть такой преданный ученик Шри Притху Прабху, он очень знаменитый проповедник, сделал многих преданными. He's from Germany originally, so Germany made many devotees. Он изначально из Германии, поэтому в Германии он очень многих немцев сделал преданными. Then he preached in Ireland and made many devotees there. И затем он проповедовал в Ирландии, и там очень многих преданных сделал. And he preached in the USA, also made a lot of devotees there. Поехал в Америку, там многих сделал преданными. Famous devotee. Знаменитый преданный. He also preached in Russia. For some time he was preaching in Ural region. Да, он тоже приезжает в Россию, вот он приезжал в Уральский регион, там читал лекции. Yes, please. Скажите, пожалуйста, вот мы восхищаемся отреченностью мудрецов, которые отказывались от хижины, несмотря на свою долгую жизнь. Но вокруг мы видим, что у нас короткая жизнь, но тем не менее, почти все или все стремятся к комфорту, независимо от социального уклада жизни, будь то там домохозяин или саньяси, или там брамачари. Это какой-то двойной стандарт, или это вот такое веление времени сейчас, как бы, никто не упустит в лес? Yes, we have to be practical according to the situation. Да, мы должны быть практичными в соответствии с ситуацией конкретной. We cannot imitate such personalities. Мы не можем имитировать таких личностей. Prabhupada showed us how to practice Krishna consciousness. Прабхупада научил нас тому, как мы должны практиковать сознание Кришны. And we see, actually, he dressed nicely. И можем видеть, что Прабхупада, он хорошо одевался. And he slept on a bed. И спал на кровати. And he traveled in first class in the plane. И на самолетах он путешествовал первым классом. And also in nice cars. И у него были хорошие машины. Once the newspapers criticized him in Australia. Однажды в Австралии в газетах его начали критиковать. Because the devotees arranged a Rolls-Royce car to meet him at the airport. Потому что преданные, они сняли большую машину Rolls-Royce, чтобы встретить Шри Прабхупаду в аэропорту. It's a very expensive and prestigious car. Это очень дорогая и престижная машина. And the newspapers, they published Swami comes rolling in. This is a kind of English slang. Rolling about means like living very opulently.
И там вот была вот такая игра слов на английском языке, что с вами он катится в роскоши буквально как-то так, то есть он катится в этом, ну, он живет в роскоши, в этих Роллс-Ройсах, ну, то есть там непереводимые игра слов. And the devotees showed the article to Prabhupada. Преданные показали эту статью Прабхупаде. And he said, what is that Rolls-Royce? It's just a metal box. Что это такое, этот Роллс-Ройс? Просто железная консервная банка просто. He said it should be covered in jewels for meeting the representative of Krishna. Потому что на самом деле, чтобы встречать истинных представителей Кришны, ее надо было украсить драгоценными камнями. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was also criticized for driving in a motor car, coming to Vrindavan in a motor car. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура тоже критиковали за то, что тот приехал во Вриндаван на машине, на мотоцикле. Мотоцикл, нет, motor car. Вот такая, вот из Это была первая машина, обычная машина. Машина. Да, на машине, да, приехал просто. In those days, of course, cars were quite rare. И в те времена машины, они были очень редки. Only, wealthy men and government officials, British government officials had motor cars. И вот такие машины, они были только у очень богатых людей и английских чиновников. Or representatives of the government also. Или представителей правительства. And sadhus actually, they were supposed to not travel on any kind of conveyance, just they're supposed to walk. И подразумевалось, что садху, они не должны были на чем-то ездить, вообще путешествовать, они должны были только пешком ходить. They're not supposed to cross over the sea. Они не должны были пересекать океан. People criticized Prabhupada that he went on across the ocean to go to America. И люди за это критиковали Шилу-Прабхупаду, что он, чтобы отправиться в Америку, он пересек океан. You see. So anyway, some of the people were criticizing Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur for riding in motor cars and also riding on elephants. И поэтому некоторые люди, они критиковали Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Такура, что он ездил на машинах, и то, что его возили на слонах. But he got out of the motor car and he gave a lecture about Yukta Vairagya. Но когда он вышел, слез с этой машины, он прочитал лекцию про Юкту Вайрагию. And he said only sadhus should ride in motor cars or ride on elephants. Он сказал, что только садху имеет право ездить в машинах и кататься на слонах. So it's a principle of Yukta Vairagya. Вот таков принцип Юкта Вайраги, as described by Rupa Goswami. как его описывает Рупа Вайраги, Рупа Госвами. Anasaktasya visayanya tarham upayunjata nirbanda krishna sambande yukta vairagyam uchate prapanchikataya budya hari sambandhu vastuna mumukshabi parityago falgu vairagya katyate. In these verses he is describing, in the first one, Yukta Vairagya, or practical renunciation, and in the second one, Falgu Vairagya, or false renunciation. В этих двух стихах Рупа Госвами описывает Юкту Вайраги, или практическое отречение, и во втором Пхалгу Вайрагию, или же ложное отречение. So he says, one who sees everything in relation to Krishna and uses everything in the service of Krishna, he is properly situated above possessiveness. И он говорит в первом стихе, что человек, который видит все сознание в связи с Кришной и использует все в служении Кришне, он правильно относится к самой способности обладать чем-то. Правильно использует способность чем-то обладать. He is situated in Yukta Vairagya in practical renunciation. То есть он практикует Юкту Вайрагию, или же такое практическое отречение, реально настоящее отречение. So he can use everything, money, and nice building, and a nice car in Krishna's service. Такой человек может использовать деньги, хорошие здания, хорошие машины в служении Кришне. And on the other hand, Rupa Goswami says, one who rejects everything, not understanding its relationship with Krishna, is a false renunciate. Falgu Vairagya. И с другой стороны, Рупа Госвами говорит, что человек, который отрекает все, не видя связь этих всех вещей с Кришной,
то это бхалгава раги, то есть это человек, который практикует ложное отречение. This refers especially to Mayavadi sannyasis, Это в особенности касается саньяси майявади, who say that one has to practice spiritual life, one has to give up everything. He has to give up family life, he has to become a sannyasi. Only then one can practice spiritual life. которые говорят, что человек, чтобы практиковать духовную жизнь, ему нужно вначале все оставить, бросить свою семью, все, чем он обладает, и стать саньяси. Вот только тогда он сможет заниматься духовной жизнью. So we are Prabhupada Anugas, I guess. We are following the line of Prabhupada, line of Bhaktisiddhanta Saraswati, who used material opulence in the service of Krishna. И мы являемся Прабхупада Нугами и также последователями Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати, которые использовали все материальное, даже материальное богатство в служении Кришне. The important thing is to attentively chant Hare Krishna in kirtan and japa every day. Но вот что важно, это нужно внимательно повторять Харе Кришна во время джапа и в киртанах каждый день. And to hear the Srimad Bhagavatam and other scriptures. И слушать Шримад Бхагаватам и другие писания. To worship the Lord, offering one's food to the Lord, offering various items of worship. И поклоняться Господу, предлагать Верховному Господу еду и другие какие-то Keep the association of devotees. Находиться в обществе преданных. These are the important principles. Вот это важные принципы. Шикшаштаки, Господь Читание говорит же, что я не хочу богатства. Может ли богатство, оно стянуть преданного? Может ли это помешать его или привязаться к этому? It can, yes, if he becomes too attached to it, if he becomes distracted by it. Да, богатство может отвлечь человека от практики сознания Кришны, если он к этому привяжется, если это будет его отвлекать. But the important thing is, as I said, to practice the devotional principles. Но что важно, как я говорил уже, надо практиковать принципы преданного служения. So then even if Krishna sends one wealth, one will use it nicely. Так что даже если Кришна пошлет человеку богатство, то он сможет использовать его правильным образом. Okay, thank you. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Iskon Gomel ki, Nitai Gaur Premanandi. Его милость Прабхавишну Прабху ки. Hare Krishna. Давайте поблагодарим Его милость. Прабхавишну Прабху за то удивительное общение, которое он нам дал. Хари Hare Krishna. Приезжайте еще. Спасибо за приглашение. Hare Krishna. Hare Krishna.